После возвращения с Люмы Ати поспешил в свою лабораторию, в которой он работал над капсулами. Его лучшие разработки были установлены лично у Кронуса III в апартаментах и на императорском шаттле. Но на этом работа не остановилась. В то время, пока весь отдел трудился над аналогичными приборами, совершенствуя их, Ати создавал одну единственную капсулу, которую он называл «Королева». Королева состояла из двух соединенных между собой капсул. Эта система не имела в программе функцию восстановления, а также она не создавала по ДНК новую жизнь. Все это Атия не интересовало. Королева делала только одно – вытягивала жизненную силу и силу планеты из того, кто находился в одной ее части, и передавала в другую. Для своих опытов доктор использовал жителей с планет, которые создавали стиксы. Он помещал их в одну из капсул королевы, но простые человекоподобные были слабыми от природы и очень недолгоживущими, поэтому капсула быстро вытягивала из них жизненную силу, и они умирали, да и силы планеты в них не было. Но сегодня у Атия было нечто другое. Закрыв шлюз своей личной лаборатории на кодовый замок, Ати поспешил к королеве и с какой-то безумной улыбкой заглянул через стеклянную поверхность внутрь. Там лежала женщина, она была погружена в глубокий сон. Ее лицо было бледное и безмятежное, а темно-лиловый летный костюм, сочетающийся с длинными элементами из тонкого материала, чем-то напоминающим платье, говорил о том, что она была жрицей Астры. Жрецы были хранителями истории планеты и обладали силой планеты. Они преклонялись перед ней и всегда служили своим правителям. Как и у всех астрийцев, ее кожа, кроме лица, была покрыта древними рунами, которые давали единение с планетой, и чем больше их было, тем крепче была эта связь. Ати считал, что ему очень повезло добыть такой чудесный материал для королевы. Он хотел выслужиться перед императором за счет капсулы, вернуть стиксам их могущество и перестать наконец-то прятаться за технологиями. Возможно, если опыт увенчается успехом, то император назначит его своим преемником, ведь он так хотел быть следующим правителем 7 галактик. Ати полагал, что он как никто другой подходит на эту должность. Доктор, прищурив один глаз, внимательно рассматривал объект. Вдруг его внимание привлек маленький предмет на шее женщины. Это был амулет на тонкой цепочке, слабо поблескивающий в полумраке лаборатории. Ати некоторое время стоял неподвижно, принимая решение, а затем открыл прозрачный купол и резким движением сорвал украшение с шеи подопытной. В его руке осталась порванная цепочка и подвеска, многоконечная звезда, переплетающая зеленый камень в своем центре. Ати разжал пальцы, и подвеска, словно змея, выскользнула из его рук на черный пол лаборатории. Доктор кинул презрительный взгляд на упавший амулет, после чего наступил на него ботинком. Услышав тихий хруст, Ати довольно улыбнулся. Он поспешно закрыл капсулу с жрицей, пока женщина не начала выходить из глубокого сна, и занял свое место в кресле перед монитором, запустив голосовое управление. Королева, просканируй объект. Объект. Уроженец Астры. Наличие владения силой планеты 10%. Ати довольно потер свои костлявые с длинными когтями руки. Для жрицы это очень хороший показатель. Такой силой владели немногие. Конечно, она не смогла бы создать целую планету, но астрийцы этим и не занимались. А если бы и занимались, то объединяли бы свои усилия вместе. Королева, подготовь передачу данных. Запуск через 3 минуты. Идет подготовка передачи данных, сообщил компьютер. С важным видом Ати обошел установку и погрузился в одну из капсул. Доктор хотел опробовать на себе передачу силы планеты. Он был уверен, что в этот раз все получится. Со своего места он мог видеть монитор компьютера и полный отчет передачи данных, но женщину во второй капсуле он видеть не мог. Через 3 минуты запустилась работа. Соседняя капсула вспыхнула ярким желтым светом, но доктора больше интересовали показатели на мониторе.
По этим данным все шло хорошо, хотя он лежал в своей половине, ничего не чувствовал и не мог по ощущениям понять, есть ли какие-то изменения в его организме или нет. Спустя несколько минут электронный голос сообщил, что передача завершена и объект 2 может покинуть свою капсулу. Атий вылез, слегка пошатываясь, и поковылял к той части королевы, где лежала подопытная, но, подойдя к капсуле, доктор резко отшатнулся. То, что в ней находилось, теперь очень слабо напоминало жрицу с Астры. Это был скелет, плотно обтянутый коричнево-серой кожей. Волосы больше походили на мочалку, а там, где некогда были глаза, зияли 2 маленьких кратера. Доктор еще раз взглянул на этот ужасный труп. Все его предыдущие эксперименты не делали объект настолько выжатым и уродливым. По-прежнему шатаясь, он подошел к компьютеру и проверил каждый этап передачи данных. Все шло правильно и завершилось без каких-либо ошибок. Доктор запустил сканирование и поспешил вернуться в капсулу. Объект. Уроженец Стикса. Наличие силы планеты 0%. Сообщил ему электронный голос. Вне себя от ярости Атий выскочил из капсулы. Он не понимал, что же пошло не так. Видимо, объект был все же слишком слабым, и передача, как и в прошлые разы, не удалась. Доктор пнул ногой королеву, сокрушаясь о потраченном впустую времени. А теперь и высших рас почти не осталось, чтобы ставить на них эксперименты. Все, кто еще был жив, скорее всего, изгнанники, лишенные силы планеты. Его задумка казалась невыполнимой. Хорошо, что он не рассказывал про свои эксперименты императору Кроносу III. Его бы точно в этом не поддержали и еще осудили бы за опыты над высшими расами. Немного успокоившись, Атий выключил королеву и сел за моноблок, чтобы подготовить отчет для императора. На следующий день по длинным коридорам императорского крейсера, глухо стуча тяжелыми ботинками, ковылял Атий, крепко сжимая в руке маленький чемоданчик с оборудованием. Ему была назначена встреча у Кроноса III, и он шел, проговаривая про себя весь текст отчета по зачистке, приготовленной прошлой ночью. На корабле стояла утренняя суета. Атия раздражала эта беготня, все куда-то спешили с какими-то приборами, датчиками, шлейфами проводов и роботами. За прозрачными стеклами отсека технологий, который подчинялся ему, с десяток ученых крутились вокруг массивного прибора для уничтожения планет, настраивая что-то, а в соседнем находились капсулы, которые проходили тестирование, и здесь сейчас были добровольцы Стикса, которые хотели поправить свое здоровье. Доктор недовольно хмыкнул и отвернулся от всей этой суматохи. Шлюз его блока открылся, и Атий вышел в широкий коридор, пол в котором был подсвечен прожилками золотого цвета. Несколько поворотов и еще один такой же коридор, отличающийся только наличием военных, и двери приемной, у которой стояла императорская охрана. Ваше оружие можете положить в этот сейф. Помнил ему один из охранников и указал на стенные выдвижные ячейки. Да знаю, я знаю. Не надо мне напоминать. Атий недовольно отстегнул ликвидатор и положил в один из небольших контейнеров, который выдвинулся из стены, и ввел код на маленьком экране. Охранники даже не смотрели в его сторону и не контролировали его действия. Атий по 100 раз бывало бегал к императору, докладывая обстановку на корабле или в своем блоке. Поэтому все знали доктора и знали, что кроме ликвидатора и чемоданчика у него ничего не было. Оставив ликвидатор, с которым Атий ходил всегда и везде, тем самым напоминая всем, что он является не просто доктором технологий и советником, но и доверенным лицом по индивидуальной зачистке самого императора, Атий вошел в приемную, где его встретил секретарь. «Император вас ждет. Приложите свою руку к считывающей панели для подтверждения вашей личности». Этот сканер не читал личный код ДНК, только подтверждал личность входящего на прием к императору. Атий подошел к столу секретаря и положил руку на гладкую поверхность для считывания отпечатка. «Проходите, доктор», — сообщил секретарь. Еще одни двери, которые раздвинулись в стороны, и доктор зашел в приемный зал. Кронос стоял спиной у огромного окна экрана, за которым виднелся черный космос и далекие планеты со звездами.
В апартаментах был огромный и тяжелый прямоугольный стол, парящий над полом в сантиметрах 20. За ним обычно проводили совещания. А во главе его стояло не менее массивное кресло, на котором любил восседать правитель 7 галактик. Император? Обратился Атий к Кроносу Третьему. «Над чем вы сейчас работаете, Атиус, напомните?» Император повернулся в полоборота к доктору. Атий замялся от неожиданного вопроса, прикидывая в голове, может ли Кронос знать про его разработку, капсулу-королеву. Но, взвесив все в голове, понял, что это невозможно, так как никакая информация не могла ускользнуть за пределы его личной лаборатории. На данный момент идет работа над планетой Ивия. Та, что в 6-й галактике. Она уже создана, на ней есть примитивные формы жизни. И сейчас мы планируем развивать на ней человекоподобных простых существ. Мы продумываем направление их развития, работаем над их религией и как она повлияет на ход дальнейшей истории. Еще ведется работа над прибором по созданию самих планет, вернее, его усовершенствования. И, конечно, капсулы. Простые капсулы для введения их в повседневную жизнь стиксов и их бытовое использование. Хорошо, очень хорошо, Атий. Что по зачистке? Зачистка на планете Люма прошла без каких-либо осложнений. Астра была распылена в космическую пыль, никаких ее следов не осталось в космосе. Все подготовлено для передачи данных военным Сетха, поэтому уже сегодня можно приступать к выслеживанию и ликвидации оставшихся в живых астрийцев по всем галактикам. Хорошо. Никаких следов не должно остаться, задумчиво проговорил император Альбинос. Вы, доктор, в этом процессе участвовать не будете. Останетесь на 7-м крейсере. Вы нужны мне здесь. Но я бы мог помочь быстрее закончить операцию, взять на себя несколько астрийцев. Доктор очень надеялся на это участие, так как ему требовался материал для королевы. Я неясно выразился, Атий, вы не будете участвовать в операции. Повысив голос, сказал Кронос Третий. Сколько их осталось по всем галактикам? Атий вздохнул, положил на стол свой чемоданчик и, открыв его, начал вводить данные в компьютере. Кронос Третий тем временем продолжал любоваться космическим пейзажем за панорамным окном-монитором. 51. Промямлил доктор. 51? Удивился император. Вы же вчера сказали в приемном зале Илария, что по галактикам разбросано всего 50 астрийцев. Доктор судорожно набирал данные на планшетном мониторе, пытаясь понять, почему они изменились. Может, ошибка системы? Ведь не мог же Сетх упустить последний объект. «Кто-то сбежал?» – поинтересовался Кронос Третий, не оборачиваясь к Атию. Или сбежал, или ошибка какая-то. Доктор все еще не мог поверить, что объект, переданный ему для зачистки, не был уничтожен Сетхом. «Хорошо. Я лично прослежу, чтобы оставшиеся 51 исчезли с лица галактик. Атий, вы свободны». Доктор захлопнул крышку кейса, стараясь скрыть свое недовольство и разочарование, взял его под мышку и, поклонившись спине императора Кроноса Третьего, отправился к выходу. Отчет прошел скомканно. Атий не этого ожидал. У него была подготовлена презентация, но император даже не повернулся к нему лицом. В итоге отстранил его от зачистки. И еще эти 51 астриец. Откуда взялся один? Доктор был раздражен из-за всего этого и вчерашней неудачи с капсулой. Он рассчитывал на более теплый прием от императора, похвалу и, возможно, даже на какой-нибудь знак с его стороны, говорящий о том, что именно он будет преемником Кроноса Третьего. Доктору нужны были еще подопытные, и в ходе операции он планировал привести с собой всех, кого получил бы по зачистке. Именно так он смог бы разобраться в королеве, понять, почему сила планеты Астры не передается и, возможно, узнав это, устранить ошибку. И тогда, доработав систему 2 капсул, Атий смог бы вернуть стиксам силу и власть, которой можно было бы гордиться долгие тысячелетия. С этими мыслями доктор выскочил из приемной секретаря императора и хотел было лететь в свою лабораторию, как увидел приближающегося соперника. Аспид шел быстрой, бесшумной походкой, видимо, на отчет к Кроносу Третьему.
Атию стало противно от одного его вида. Кто же будет скрывать лицо под маской? Чего он так боится? Может, его лицо изуродовано, и он гораздо ужаснее, чем его маска? Или, может, он вовсе не тот, за кого все его принимают? Пронеслось в голове Атия. Он повернулся к своему сейфу и стал набирать код в тот момент, когда Сетх открыл свой и положил в него оружие ликвидации и небольшой резной цилиндр. Доктор замер, краем глаза следя за действиями ненавистного соперника. Он знал, что это за цилиндр, резная рукоять из металла с уничтоженного когда-то спутника Стикса Кацита. Этот металл назывался Нурмий, и он лег в основу создания того самого копья, которым так любил пользоваться Сетх. Копье сжигало изнутри свою жертву, лишь слегка задев и повредив кожу. Огонь, наполняющий его, вырывался, проникая в рану, и заполнял жертву изнутри. В результате этого ничего не оставалось от бедного существа, лишь горсть пепла за считанные секунды. Атия уже очень давно мучил вопрос, как же Ирий создал это копье, ведь сам по себе Нурмий не воспламенялся. И вообще, все разработки Ирия, в том числе и сам Аспид, были для Атия как вызов, и он хотел сделать что-то, что затмит память о бывшем докторе технологий. Именно поэтому он так замедлился у своего сейфа и, развивая косоглазие, пытался увидеть, какой набор шифров ввел Сетх на маленьком мониторе. Главнокомандующий легионами, и вы идете на отчет к императору по зачистке? А ведь система показывает 51 остриец во всех 7 галактиках. Неужели кто-то из ваших людей упустил одного? Съязвил доктор, пытаясь сбить с толку Аспида и отвлечь его от введения шифра, хотя прекрасно понимал, что это произошло лишь по его вине. Это ваша ошибка, доктор. Вы вчера не справились со своей работой. Так это был тот, последний. Вы все же не успели его задержать, и он покинул планету? Доктор радовался, что может выместить свою злость, накопившуюся за это утро на Сетха. Вы же никогда раньше не упускали никого. Думаю, Кронос вас по голове не погладит. Аспид ничего не ответил, молча прошел мимо в приемную к императору. Ати проводил взглядом соперника, недовольно хмыкнул и вернулся к сейфам. Спустя несколько минут Ати летел по коридорам императорского лайнера так быстро, как никогда прежде, держа в одной руке чемоданчик, а в другой, скрывая ее под бордовым мундиром, он сжимал резной цилиндр рукояти копья Сетха. Времени было очень мало, но Ати знал, что он все успеет сделать, чтобы ненавистный им легионер ничего не заподозрил. Когда Аспид вошел в приемный зал императора, Кронос III повернулся к нему и спустился по ступеням от огромного окна монитора, за которым мерцали далекие звезды. Настенные панели слабо освещали помпезное помещение с колоннами и самого императора. Альбинос внимательно посмотрел на Сетха, что легионеру стало не по себе. «51 в 7 галактиках?» – спросил Кронос. Легионер не собирался ничего придумывать и уж тем более врать. Один ушел, покинул люму. Тот самый? Кронос обогнул стол и подошел ближе к Сетху. Последний. Подтвердил легионер. Кронос, понимающе закивал массивной головой. Доктор Ати. Он потратил время из-за сломанного сканера и дожидался вас. Ничего, все острийцы будут ликвидированы, как и положено. Император прошелся по залу, заложив руки за спину. «Я не допускаю Атия к этой операции. Сетх, вы займетесь полностью этим вопросом. Отложите на время курирование своих планет Лиры, Терры и Алуи. Они уже вполне развитые, и не следует их так часто посещать. Здесь, на корабле, как военный командир, вы тоже пока не нужны, войны не намечается. Я хочу, чтобы вы взяли лучших из своей команды и в кратчайшие сроки зачистили все галактики». Все складывалось, на удивление, идеально.
Аспиду нравилось поохотиться в одиночку, слетать на Оксиде в дальние концы галактик. Это напоминало ему о давних временах, когда он только начинал свою службу у Императора. А еще он любил по возможности посетить остальные 6 космических крейсеров. Выйдя из приемной в коридор, Сетх подошел к сейфу, где оставил свое оружие, и набрал шифр. Замок щелкнул, и небольшой контейнер выехал из стены. Он вернул ликвидатор в кобуру на правом бедре, а затем взял резную рукоять копья, оружие, которое Аспид любил использовать больше всего, и пристегнул его на пояс с левой стороны. Погруженный в свои мысли о полете и о будущем преследовании, он отправился в свои апартаменты, чтобы немного отдохнуть и подготовиться к вылету. Идя через военный блок, Сетх прикидывал в голове, кого из легионеров взять для операции, а также сколько космолетов и какого образца может потребоваться. В результате чего Аспид решил собрать лучших из элитной 1000. Это были военные специалисты, очень верные ему стиксы. Зачистка не являлась их профилем, они выполняли обычно более сложные операции, но дабы избежать ошибок и промахов, Сетх решил провести работу именно с ними. Тогда действительно все возможно было сделать за короткое время. Свой объект он планировал отслеживать один. Сетх не хотел, чтобы кто-то знал, что он собирался жестоко разделаться с ним. Не хотел, чтобы кто-то стал свидетелем того, что он подчинился своим эмоциям и чувству мести. Так как стиксы никогда не впадают в такие крайности. Их расу всегда отличало то, что они не испытывали сильных эмоций. Сочувствие, месть, зависть, привязанность или милосердие – все это могло бы только помешать создателям и ликвидаторам контролировать свои планеты. Ведь когда планета переходила свою крайнюю черту развития, стиксы уничтожали ее вместе со всем живым, а потом создавали новую. И, к сожалению, не было места в их сердцах. В галактиках всегда было одно и то же количество планет, и нельзя было создать новую, не уничтожив одну из старых. Единственным исключением стали планеты высших рас. Аспид подошел к своим апартаментам. В отличие от императорских, здесь не дежурили военные, охраняя его жизнь. Сетх не нуждался в этом. Он и сам мог убить кого угодно, и глазом не моргнув. Аспид провел рукой по воздуху перед датчиком, и в следующее мгновение сканер считал его данные через перчатку, и шлюз открылся. За дверями следовала комната, выполняющая роль личного кабинета с отдельной компьютерной системой. Здесь было уютно. У небольшого настенного монитора стояло мягкое кресло, круглый столик, а пол был покрыт материалом, поглощающим звук. Зайдя, Сет сразу обратился к компьютеру. Кристалл, загрузи мне данные по планетам. Все, что имеет низкое проникновение света на свою поверхность. Не имея еще данных по всем астрийцам от доктора Атия, Сетх решил сам сделать первые шаги в поисках своего объекта. Обнаружено 15 планет с отсутствием какого-либо света на поверхности, 10 планет с низкой освещенностью, 12 планет с атмосферой, не пропускающей свет из-за парникового эффекта. Спасибо, Кристалл. Дай информацию по всем. Аспид прошелся по комнате, смахивая маску кацидианского зверя и слушая отчет компьютера. Он стащил перчатки и бросил в кресло. Новая рука светилась, и Сет с довольной улыбкой посмотрел на то, как нанороботы суетились под прозрачной поверхностью. Он даже смог увидеть небольшой восстановленный кусочек кости, как ему показалось, что его очень порадовало. Планета Пик 67 состоит из металлической руды, магния, криптона, натрия. В ее атмосфере имеется сероводород. Проникновение света от ближайшей звезды составляет всего 16%. Продолжал свой рассказ о планетах компьютер. Аспид прошел в еще одну комнату, отстегивая с себя верхнюю броню летного доспеха. Эта штука была слишком плотной, словно панцирь. Она спасала его не один раз в битвах, сохраняя жизнь организму в самых трудных для выживания условиях. Сетх швырнул ее на небольшую спальную поверхность. Через комнату отдыха он прошел в уборную и задумчиво уставился на свое отражение в черной поверхности сканера по контролю самочувствия. Это устройство не работало, но Аспид не жаловался на это и не собирался его чинить.
Из зеркальной поверхности на него смотрели два уголька красного цвета. Это было нормально для древних родов стиксов. Многие из его предков имели такие глаза. Что не скажешь про черные чешуйки у линии волос и кровь золотого цвета. Это получилось в ходе его воссоздания доктором Ирием. Вдруг вылез какой-то ген, который говорил о том, что в долгом и древнем роду Сетха были не только стиксы, но и кацидиане. Но в то время мало кто помнил, как вообще выглядели эти кацидиане, ведь это было так давно, и все они были уничтожены в ходе такой же зачистки, которую сейчас возглавлял сам Аспид. Планета Кламия. Основной состав почвы, железо, минеральные вещества, твердые породы гранита, атмосфера, азот, кислород, аргон, углекислый газ и большое количество водяных паров. Климат тропический. Парниковый эффект, из-за чего яркий свет не проникает на планету. Формы жизни немногочисленные, но весьма агрессивные, ведущие ночной образ жизни. Это вывело Аспида из размышлений. Слишком идеальная планета для того, кто теряет зрение при ярком свете. У всех высших рас была такая проблема, но Сетха это не волновало. С шлемом-маской он видел одинаково хорошо при любом освещении. Он активировал шлем. Кламия. Прошипел он и поспешил вернуться в кабинет, где продолжал вещать Кристал. Даме доктора Ати. Компьютер прервал свой рассказ о планетах и вызвал доктора Атия. Настенный монитор моргнул, и на нем отобразилось всклокоченное бледное лицо доктора, явно недовольное тем, что его потревожили. Сетх, змей. Прокрякал Ати. Не собираюсь с вами пререкаться, доктор. Просто вышлите мне данные по зачистке всех 7 галактик. Доктор ерзал в своем кресле, стараясь заполнить собой весь экран. Аспиду это показалось очень странным, но, впрочем, Ати вообще был сам по себе странным. Одним словом, безумный ученый. Кто знает, чем он там занимается в своих лабораториях. Выслал. Синхронизируйте с наручным компьютером и можете отдавать приказ по зачистке своим военным. Доктор еще хотел что-то сказать напоследок, но Сетх отключился. Вывел на монитор данные и с азартом стал смотреть местонахождение астрийцев. На некоторых планетах было по несколько отметок. Знают ли они про зачистку? Наверняка не будут убегать все и сражаться. Подумал он. Кто-то из них точно тот самый. Кламею он нашел быстро. Это был маленький спутник Трея. Еще раз взглянув на карту по нахождению астрийцев, он заметил одну зеленую точку, которая скользила сквозь галактики, а ее траектория явно была задана именно на эту планету. Какое-то чутье говорило Сетху, что это его объект. Оставалось дело за малым – собрать 100 из элитного отряда и раздать задание. Вылетать он планировал незамедлительно. Кристал, пришли ко мне аллюзии. Через несколько минут Аспид в полном военном облачении ожидал своего подчиненного, командира элитной 1000. Он стоял посреди небольшой приемной перед голограммной картой по месту положения ликвидируемых. Шлюз открылся, и в зал вошел высокий стикс в черных доспехах, отливающих цветом раскаленной лавы. Его лицо рассекал старый шрам, делая его немного более живым, чем у остальных представителей этой расы. Итак, аллюзии. Зачистка. Император приказал провести все быстро и тихо, без каких-либо проблем, поэтому я выбираю мой личный элитный отряд. Во главе со мной вы проведете эту операцию. Цель граждане Астры, раскиданные по всем 7 галактикам. Берем из расчета 2 стикса на объект. Я буду контролировать операцию и возьму один объект, планету Кламию. Улетаем через час. На военных с красных шаттлов 3-го поколения. Все вам понятно, аллюзии? Да, главнокомандующий. Алозий поклонился, положа руку на сердце, и вышел. Вскоре все участники операции получили свои координаты и погрузились в военные космолеты, чтобы покинуть императорский крейсер. Аспид в черных доспехах обычного рядового легионера взошел по подъемнику в свой оксид. Сетх не спешил. Он планировал дать объекту немного времени, обустроиться на планете, почувствовать ложную безопасность, после чего начать свою охоту.
Вскоре император Кронос III, доктор Ати и все остальные остались позади в космосе. Отлетев на небольшое расстояние от космического военного лайнера, Оксид сделал гиперпадение в параллельную пятую галактику.